На небольшой ферме в густых зарослях лопуха мама-утка нашла уютное местечко, чтобы свить себе гнездо. Она стала ждать, когда вылупятся птенцы. Одним солнечным утром яичные скорлупки затрещали, и на свет появились крошечные пушистые утята. Осталось только одно яйцо, самое большое, которое никак не хотело трескаться. Утка начала волноваться, что с ним что-то не так. Она вновь села на яйцо и решила подождать еще немного. Мама-утка отдала все тепло, на которое была способна. Она подумала, что этот птенец должен быть самым прекрасным, раз она его так долго высиживает. Вскоре и из последнего яйца вылупился птенец. Но он совсем не был похож на остальных утят. Он был намного крупнее, и перья его были серыми. Мама-утка была огорчена, увидев такого гадкого сына. Но она надеялась, что когда-нибудь он станет похожим на своих братьев. Остальные утята смеялись над ним, они считали его гадким и не хотели с ним играть. На следующее утро мама-утка отправилась со своими детьми к озеру. К ее удивлению, гадкий утенок плавал ничем не хуже других. Затем утка привела своих малышей на птичий двор, чтобы ввести их в общество. Она рассказала утятам о правилах поведения с местными обитателями. Утка представила свой выводок самому знатному жирному селезню, но тот напал на гадкого утенка, и она была вынуждена защищать своего неудавшегося птенца. Жирный селезень велел прогнать уродца со двора. Мать уверяла, что он вырастет и станет похожим на других утят. Не выдержав издевательств и унижений, гадкий утенок ушел с птичьего двора. В поисках более безопасного места он набрел на красивое озеро, на котором никого не было, и утенок решил остаться тут жить. Прошло время. Несмотря на свое одиночество, гадкий утенок был счастлив, что его никто не обижает. И вот однажды на его озеро прилетела прекрасная белая птица с длинной шеей. Гадкий утенок не знал, что это за птица, но смотрел на нее с восхищением. Он полюбил ее всем сердцем. Как утенок хотел бы быть похожим на эту прекрасную белую птицу. Пришла зима, пошел снег. Гадкий утенок впервые увидел белый снег. Он был восхищен этим зрелищем. Но из-за того, что зима была очень снежной, утенку было очень сложно найти еду. Ему приходилось ходить по окрестностям в поисках пропитания. Он замерз и устал. Так гадкий утенок добрел до домика фермера. Когда мужичок увидел худого и несчастного птенца, ему стало жалко его. Фермер решил, что оставит утенка у себя, пока тот не откормится и не подрастет. Наступила весна. Хозяин хорошо заботился о птенце, и тот сильно вырос. Утенку уже нужно было много места, и фермер решил выпустить его на озеро. Стоя на берегу озера, гадкий утенок посмотрел на свое отражение в воде. И он не поверил своим глазам. Он не мог узнать себя и подумал, что сзади него есть кто-то еще. И тогда утенок понял, что чудесная птица в отражении – это он сам. На радостях он бултыхался и плавал по всему озеру, от края до края. И вдруг он увидел такую же прекрасную белую птицу с длинной шеей, которую он уже видел однажды. Гадкий утенок решил подплыть к ней поближе, но прекрасная птица не испугалась, а наоборот, она улыбнулась и подмигнула, и они вместе поплыли по озеру. Гадкий утенок не мог поверить своему счастью. Проходя мимо, жирный селезень на берегу озера сказал, что никогда в жизни не видел такого красивого молодого лебедя. Каково же было его удивление, когда он узнал, что прекрасным лебедем был тот самый гадкий утенок, которого он когда-то прогнал с птичьего двора. Оказывается, гадкий утенок с самого начала был лебедем. Яйцо случайно попало в утиное гнездо. И когда прекрасный молодой лебедь вернулся домой, то всем на птичьем дворе стало очень стыдно за то, что когда-то обижали его из-за внешнего вида. Жила-была одна девочка, и были у нее такие красивые и длинные волосы, что все, кто видел ее, не могли отвести глаз. Пряди были такими светлыми, прямо золотыми, поэтому и называли ее Златовлаской. Несмотря на всю свою красоту, она была очень непослушной маленькой девочкой.
Мама всегда разрешала ей гулять во дворе, но приказывала не ходить в лес за их домом. Златовласке было очень интересно узнать, что же находится в том лесу. И вот пока матушка не видела, ушла она как-то из дома в лес. Долго гуляла девочка по лесу. То ягодку найдет, то цветочек красивый рассмотрит, то послушает, как птички поют. Так и заблудилась она в лесу. И вдруг увидела она необычный домик на полянке. Златовласка тихонько подошла к нему, обошла вокруг, но никого не увидела. Она постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда она постучала сильнее, и дверь сама открылась. Златовласка осторожно вошла. В том домике жили 3 медведя. Один медведь был папа, большой, лохматый. Другой была мама, медведица. Она была поменьше. Третий был маленький медвежонок. Медведя не было дома, потому что они ушли гулять по лесу. Девочка вошла в комнату и увидела на столе 3 миски с кашей. Первая миска, самая большая, была папа медведя. Вторая миска, поменьше, была мама медведицы. А третья, самая маленькая, была медвежонка. Возле каждой миски лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Златовласка была так голодна, что сначала захотела поесть из большой миски. Она взяла самую большую ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком горячей. Потом она взяла среднюю ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком холодной. Наконец она взяла маленькую ложечку и попробовала кашу из маленькой миски. Эта каша была не горячей и не холодной, в самый раз. И Златовласка съела всю кашу из маленькой миски. Наевшись, девочка захотела посидеть и увидела 3 стула возле печи. Один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, с красненькой подушечкой. Сначала она попыталась залезть на самый большой стул, но не смогла. Потом девочка попробовала сесть на средний стул, но он был очень жестким и неудобным. Наконец она села на самый маленький стульчик, и он оказался ей в самый раз. Стульчик так понравился Златовласке, что стала она качаться на нем. Стульчик затрещал, проломился, и она упала на пол. Девочка встала и пошла в другую комнату. Там стояли 3 кровати. Большая, средняя и маленькая. Сначала Златовласка забралась на первую кровать, но она была слишком высокой и жесткой. Легла на среднюю, было слишком просторно и мягко. Девочка легла на третью, самую маленькую кровать. Она оказалась ей в самый раз. Златовласке было так удобно и уютно, что она быстро заснула. Девочка крепко спала, когда семья медведей вернулась домой. Медведи очень проголодались и сразу пошли к столу. Увидев свою миску, папа-медведь не на шутку разозлился. «Кто-то ел мою кашу!» – прорычал он. Мама-медведица также посмотрела в свою миску и зарычала не так громко. «Из моей миски тоже кто-то ел!» А медвежонок увидел свою пустую миску, громко заплакал. «Кто-то не просто поел из моей миски, он съел всю мою кашу!» Медведи учуяли что-то неладное, вышли из-за стола и начали осматриваться. Папа-медведь заметил, что кто-то подвинул его стул и зарычал страшным голосом: «Кто-то сидел на моем стуле!» Мама-медведица посмотрела на свой стул и пожаловалась: «Кто-то сидел и на моем стуле и сдвинул его с места!» И тут медвежонок взглянул на свой сломанный стульчик и снова громко заплакал. «Кто-то не просто сидел на моем стуле, а сломал его!» Все 3 медведей осторожно пошли в спальню. «Кто-то лежал на моей кровати и смял ее!» – заревел папа-медведь страшным голосом. «И на моей кровати кто-то тоже лежал и помял ее!» – зарычала мама-медведица. Медвежонок взглянул на свою кроватку и снова заплакал. «Кто-то ложился и на мою кровать!» И тут он увидел девочку и запищал тонким голосом: «И до сих пор спит в ней!»
Папа и мама медведи подошли к кровати и увидели, что там спит маленькая девочка. Златовласка проснулась от плача медвежонка и сильно испугалась. Перед ней стояли 3 медведя. Она мигом выскочила из дома и побежала, куда глаза глядят, не оглядываясь. Долго бежала девочка, сильно устала. И тут она увидела свою маму, которая искала в лесу свою пропавшую доченьку. С тех пор Златовласка всегда слушала свою маму и ничего не делала без ее разрешения. Она стала очень послушной, доброй и хорошей девочкой.